Представь себе картину. Огромные мускулистые обезьяны одним махом поднимают и швыряют автомобили, спокойно разрывают цепи голыми руками и с легкостью побеждают лучших бойцов ММА. Именно такие образы всплывают в нашем сознании, когда речь заходит о силе обезьян. Но действительно ли наши ближайшие родственники настолько сильны, как это представляет массовая культура? Всем привет, дорогие друзья! Любители точной научной информации и тонкого юмора. Сегодня мы погрузимся в мир, окутанный множеством мифов и легенд о поразительной силе и уникальных способностях обезьян. Мы разберемся, насколько велики реальные физические возможности приматов, и выясним, что позволяет некоторым видам демонстрировать значительную силу, повторить которую способен далеко не каждый человек. В этом видео вы узнаете о реальных исследованиях, показывающих силу этих животных. Сможете сравнить ее с человеческими показателями и ответить на главный вопрос: кто все-таки сильнее, человек или обезьяна? С вами канал Виндар. Мы против догм и предрассудков. Моя цель – вооружить вас знаниями и защитить от заблуждений. Присоединяйся к нашему сообществу, давай вместе пройдем этот путь. А теперь мы начинаем. Небольшие обезьяны. Макаки. Представь себе ситуацию. Ты долго и изнурительно работал, начальник требовал несвершимого, и у тебя, неожиданно для всех, получилось. За проявленное рвение компания выдала тебе премию и отправила в отпуск. Представил? Хорошо, а теперь проснись. Ты просто оказался в Таиланде, не задавай лишних вопросов, это представить намного проще. Итак, о чем это я? Ты идешь по лесу и видишь сидящую на пне одинокую макаку. Твоя первая реакция: надо же, какая милаха. Такая пушистая, хочется подойти поближе и потрепать по головке. Вы такие милашки, затискал бы до смерти. Но даже не думай этого делать. Если исключить тот факт, что макаки имеют острые зубы и обычно они не гуляют одни, а живут стаями до 100 особей, которые массой могут совершать набеги на магазины и даже рынки, одна крупная особь также может доставить немало проблем. Представь себе 12-15 килограммового спортсмена, такого мини-бодибилдера, который с рождения начал тренировать силу хвата и удержание своего веса кистями. Выживаемость макак, как древесных обитателей, строится на хватании за ветки и бросании своего веса с дерева на дерево на протяжении всего дня. По сравнению с человеком, макака обладает гораздо большим отношением мышечной силы к массе тела. Она примерно в 1,5 раза сильнее человека того же размера. Если, конечно, найдете такого бодибилдера. В следующем разделе я подробно разберу причины этого явления, а также исследования, по которым я делаю такие выводы. Теперь подумай, сможет ли 75-килограммовый мужчина скакать с ветки на ветку целый день или поднять гирю, равную своему весу, и бросить на несколько метров? Подготовленный, может, какое-то время и протянет, и оторвет гирю от пола. Но если взять среднего человека, не думаю. Конечно, вряд ли макака поборет человека на руках. По крайней мере, мне таких исследований не попадалось, но факт остается фактом. Макака спокойно скачет, бросая свой вес по веткам, тренируясь, пока ты сидишь на диване. Серьезно, я бы на твоем месте медленно отходил назад и бежал в сторону спортзала. А ну-ка быстро бросай булку хлеба! Бросай конфеты, чай, сюда, в спортзал, ко мне! Согласен, прикольно было бы побороться с мартышкой на руках. Я уверен, что антропологи тоже получили бы массу полезной информации. Ну или хотя бы здорово поприкалывались. Но, к сожалению, такие эксперименты не проводились и вряд ли будут проводиться. А все потому, и только потому, что мы боимся проиграть. Шимпанзе. Ум и жестокость. Со следующей обезьяной, скорее всего, вы знакомы по культовой серии фильмов «Планета обезьян». Цезарь научился скакать на лошади, пользоваться огнестрелом и даже говорить. Я твой рот ебал. То есть практически стал человеком. Ему осталось только найти работу, жениться, завести собаку, завести детей, взять ипотеку, найти вторую работу. Ты лишь кучка испражнений жизни. А вот его собратья из реального мира, дикие шимпанзе, отличились в других обезьяньих способностях. Шимпанзе вообще считаются наиболее близким родственным животным к человеку, даже среди обезьян. И, видимо, поэтому они изучены лучше всех. Давайте познакомимся с ними поближе. Существует два вида. Те, что поменьше и помиролюбивее, зовутся карликовый шимпанзе или бонобо.
Они хиппи в мире обезьян. Разногласия происходят реже, чем у их собратьев, а большинство конфликтов заканчиваются мирным спариванием самцом и самок. Они по очевидным причинам сильнее макак, но за их миролюбивого характера я не буду включать их в список. Пусть дальше занимаются своими мирными делами. Те, что побольше, называются обыкновенные шимпанзе. К ним, кстати, и относится Цезарь. И вот они уже Фредди Крюгеры из мира обезьян. И со скоростью света залетают в наш список силачей. Благодаря своей всеядности, они иногда охотятся на мелких обезьян другого вида. Копытных и даже не прочь перекусить детенышами леопарда или льва. Конечно, если получится унести ноги от их разъяренной матери. Что стряслось? Она хочет съесть меня! Несмотря на сравнительно небольшой размер, рост самца может составлять от 120 до 160 сантиметров, шимпанзе обладают невероятной силой мышц рук и плечевого пояса. Весят они тоже уже ближе к параметрам человека, примерно от 40 до 80 килограммов, а иногда даже 100. Их мускулатура позволяет поднимать тяжести, превосходящие собственный вес, что делает их одними из самых сильных существ своего размера. Физически шимпанзе значительно сильнее человека. Взрослый самец способен кратковременно развить силу, эквивалентную силе взрослого мужчины, массой в несколько раз больше его. Поэтому с мартышкой побороться на руках еще можно. А вот с шимпанзе я бы не стал. А то руку назад тебе могут не вернуть, а послать по почте. Действительно, был по крайней мере один подробно зафиксированный случай, когда домашний шимпанзе напал на человека и лишил его нескольких частей тела. Но там больше речь шла не об отрывании руки, а скорее об откусывании. Не будем забывать, что у шимпанзе невероятно сильная нижняя челюсть и острые зубы, от которых лучше все-таки держаться подальше. Можно подумать, что шимпанзе – это худшее проявление человека. Его зверский двойник, кровожадный и злобный, который только и делает, что готовит план по захвату мира. Но это совершенно не так. У них очень высокий интеллект и чувство эмпатии. Шимпанзе умеют решать сложные повседневные задачи, создавать примитивные инструменты, например, палочки для добывания термитов, и, главное, передавать знания внутри группы. Он применит накопленные его сородичами знания, как это делаем мы, люди, чтобы найти решение. Видимо, в фильмах все-таки есть доля правды, и нам нужно лучше присматривать за нашими ближайшими родственниками. Орангутан. Честно признаюсь, орангутаны мои любимые обезьяны. Они обитают только в дождевых лесах островов Калимантан и Суматра. Эти приматы известны своей любознательностью, способностью к обучению и подражанию людям, а также запоминающимся внешним видом. Кто не знает, как выглядит орангутан? Я не вижу. Да вон он, вон стоит, дура. Где? На пригорочке, вон он. Теперь знаешь. У них длинная красно-коричневая шерсть, крупные кисти рук и ног, обеспечивающие отличное передвижение по ветвям деревьев. Как и у других видов древесных обезьян, передние конечности длиннее задних. Они предпочитают влажные тропические леса, густые заросли, где проводят большую часть времени на верхушках деревьев, прямо в центре этой пресловутой лесной качалки. Взрослые особи достигают высоты от 120 до 180 сантиметров. Самцы крупнее самок. Масса варьируется от 30 до 100 килограммов. Это крупнейшие древесные обезьяны. Лучше нам с тобой дружить. В отличие от макак и шимпанзе, орангутаны живут одиночно, ну или небольшими группами, которые состоят из матери и детеныша. Поэтому выдыхаем. Групповое нападение на человека можно не ожидать. Ведут дневной образ жизни и редко спускаются на землю. Общаются между собой звуковыми сигналами, жестами и мимикой лица. Обладают невероятно мощными мышцами корпуса, способными удерживать вес их тел. Несмотря на кажущуюся медлительность, обладают удивительной ловкостью и реакцией. Без труда они быстро перемещаются по ветвям деревьев. Жизнь среди густых зарослей требует значительных физических усилий, особенно для крупных особей. Орангутанам приходится ежедневно преодолевать большие расстояния между деревьями в поисках еды, используя верхние конечности больше нижних. Взрослый самец орангутана способен с легкостью прыгать по деревьям и таскать на себе дополнительный вес, около половины от собственного. Помните, что крупные особи весят до 100 килограммов. У этой обезьяны может возникнуть к нам справедливый вопрос.
А ты жмешь сотку? Если будете проходить мимо клетки, лучше не суйте руки. Список завершают настоящие бодибилдеры от мира природы. Вы правильно поняли, сейчас поговорим о гориллах, их невероятных силовых показателях и мускулистых телах. Гориллы. Вы не задумывались, как эти веганы, на секунду, основу их рациона составляют растения? Так вот, вы не задумывались, как они набирают свою мышечную массу? Правильный ответ – генетика и специфическая пищеварительная система. Желудочно-кишечный тракт горилл обладает рядом особенностей, которые позволяют переваривать растительные продукты, включая целлюлозу, и перерабатывать их в мышцы. У них высокая способность накапливать гликоген в мышцах, что обеспечивает дополнительную взрывную энергию для интенсивных физических нагрузок. Правда, только на короткое время. Вспомните, сколько по времени длятся бои у самцов. Как правило, если до них вообще доходит, драка длится несколько секунд. Оба соперника расходятся, и после следует еще несколько стычек, которые заканчиваются бегством одного из самцов. Взрослая горилла может вырасти до 2 метров в росте на задних лапах, а вес ее может достигать 200 килограммов. И большая часть этой массы – мышцы, которые наращиваются благодаря их образу жизни, генетической предрасположенности и высокому потреблению пищи. Такая мышечная масса и физиология не позволяют гориллам совершать длительные физические нагрузки, но тем не менее даже короткой демонстрации хватит, чтобы заставить человека опустить глаза в пол и не связываться. Есть еще одна достаточно весомая причина, по которой мы не видим от горилл излишней жестокости и частых стычек – травмы. Если бы каждый раз самцы дрались бы друг с другом в полную силу, горилл бы не осталось. Они применяют другой распространенный в животном мире прием – не сила, а демонстрация силы. Это ключ. Нет, кое-что получше. Это рисунок ключика. Они начинают барабанить в грудь, показывая намерение и предупреждая соперника. Со мной шутки плохи. Если вдруг за спиной видишь бьющую в грудь гориллу, пиши завещание. Почему они такие сильные? Реальные исследования и цифры. Теперь давай разберемся, в чем заключается секрет силы обезьян. Мы не первобытные. У нас есть технологии. Исследования этого вопроса с научной точки зрения упираются сразу в несколько, мягко говоря, тупиковых вещей. Во-первых, я нашел не так много реальных научных работ по этому вопросу. Почему? Ну, потому что не так много ученых занимались изучением этой темы. Приматологам, видимо, гораздо интереснее изучать образ жизни, среду обитания или социальное устройство диких обезьян, чем пытаться измерить их силу. И вот Оша и, кажется, второй, Боуи, сидят эти двое, и Оша говорит: «Пощекочи меня». Боуи говорит: «Пощекочи меня». Оша говорит: «Пощекочи меня». А Боуи ей: «Пощекочи меня». В конце концов они встали и разошлись в разные стороны. Так провалилась первая попытка другого вида договориться по-человечески. Как раз в этом и заключается вторая проблема, почему так мало исследований. Вы когда-нибудь пробовали заинтересовать дикую обезьяну или склонить ее к тому, чтобы она подняла вверх какой-нибудь груз или дернула ручку измерительного прибора? Вот американский биолог Джон Бауман в статье «Сила шимпанзе и орангутанов» 1923 года пишет, цитата: «Было обнаружено, что очень трудно заставить обезьян провести честную проверку своей силы. Они проявляли страх перед блеском металла аппарата, который отпугивал их, пока они не привыкли к последнему и не сочли его безвредным. А после того, как они привыкли к аппарату, они быстро потеряли к нему интерес». Но в конце концов измерение удалось провести на самке шимпанзе Сюзетти, которая подумала, что сможет сломать аппарат, и неплохо так дернула 2 руками, или что у нее там. По словам ученого, цифра на циферблате показала 1260 фунтов, это примерно 570 килограммов. Другой шимпанзе, самец Бома, проявил меньшую заинтересованность и дернул веревку со всей силой, но одной рукой, показав 385 килограммов.
Человек с такой же массой, как Бома, около 75 килограммов, смог потянуть одной рукой только 91 килограмм. Орангутанов в этом исследовании так и не удалось измерить, на что автор с сожалением замечает, это нужно цитировать. Было бы интересно узнать, может ли взрослый самец шимпанзе и орангутана оторвать скальп, схватив человека за волосы, как это изображено в рассказе Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». Автор всегда в прошлом считал это подвиг гротескно невозможным плодом воображения По, но даже рывок 800 фунтов, безусловно, довольно сильный, и вполне возможно, что при таком натяжении скальп может разорваться. Вот это неплохая гипотеза для научной статьи, есть о чем подумать перед сном. Последующие исследователи критиковали работу Джона Баумана, и не за пространные комментарии о скальпах, а за необъективность методов определения силы и неправильное устройство измерительного прибора. К тому же, показатели физической силы так и не получилось воспроизвести. Или ученые от нас что-то скрывают? Ученые скрывают правду, чтобы сохранить свои устаревшие догмы. Если серьезно, в работе уже современной, проведенной группой американских ученых, при измерении силы обезьян использовали совершенно другой метод. Они не стали тыкать палками в обезьян или подкупать их бананами, в надежде, что они дернут за веревку. Для более объективной проверки силы ученые выделили из мускулов ноги шимпанзе и человека несколько одиночных мышечных нитей, в которых присутствовал один из белков, отвечающих за сжатие мышц – миозин. Силу каждого из образцов ученые измерили, заставляя клетки сокращаться, попутно изучая их строение. Единственным отличием шимпанзе от людей было в том, что их руки и ноги содержат в себе относительно много быстрых мышечных волокон, отвечающих за мгновенное приложение силы. Обратной стороной этого явления является то, что люди, благодаря наличию у них множества медленных волокон, обладают большей выносливостью и лучше выдерживают длительные нагрузки, такие как ходьба и бег на большие расстояния. Марафон обезьяна явно не пробежит. Используя эти данные и то, как распределены волокна по телу обезьян и людей, ученые вычислили совокупную силу конечностей и тех, и других, а также сравнили их между собой. Оказалось, что объективные различия между обезьянами и людьми были не такими существенными, как показывали старые тесты. Шимпанзе были всего в 1,5 раза сильнее человека, а то и меньше. Хотя поднять и бросить машину даже горилле не по плечам, я все-таки не советую мериться с ними силами в кулачных боях или в борьбе на руках. Красная машина приближается! Она уже почти на ринге! Выводы. Человек против обезьяны. Так кто кого? Сегодня мы познакомились ближе с 4 видами обезьян. Небольшими, но проворными макаками, жесткими, но умными шимпанзе, забавными орангутанами и огромными и мускулистыми гориллами. Встреча со всеми этими обезьянами может закончиться по-разному. От красивых фоток с близкого расстояния, если сочтут тебя неопасным, или активным сопротивлением, если ты почему-то им не понравишься, а поводов для этого искать долго не придется. Давай вместе подумаем, каких из этих обезьян стоит опасаться сильнее. От такой небольшой одиночной обезьяны, как макака, человек сможет отмахнуться. Но благодаря скорости, силе передних лап и острым зубам, она определенно не будет таким простым соперником, каким кажется. И хоть пропорционально она сильнее человека, побороть его на руках она не сможет из-за слишком маленькой массы тела. Но макаки не просто так живут группами, поэтому лучше с ними не шутить. Так кто тут у нас клоун, рядовой шутник? Я восхищен твоей честностью. Начиная с обезьян среднего размера, шимпанзе и орангутанов, которые имеют массу, приближенную к массе человека, у нас начинаются большие проблемы. Как показано в исследованиях, при прочих равных показателях их сила будет больше в 1,5 раза. Поэтому я не советовал бы вообще мериться с ними силой в каком-либо виде спорта. Ну, разве что в шахматах, а то они, как Тайсон, в молодые годы могут не сдержаться и что-нибудь откусить. И последний, самый сильный представитель человекообразных обезьян – гориллы. Эти ребята умудряются на растительной диете держать такую физическую форму, которой многие профессиональные спортсмены, бодибилдеры могут позавидовать. Здравствуйте, меня зовут Александр Невский. Это вот. При средней массе самцов 160 килограммов они имеют пропорционально большую силу. Машину, конечно, вряд ли поднимут, как это показывают в фильмах, но в специфических тяговых упражнениях на короткой дистанции они однозначно победят среднего человека с такой же массой. А что уж говорить об остальных. Иметь дело с этими ребятами я точно не советую. По мне даже в шахматы играть с ними уже слишком опасно. Представьте, что будет, если вы зевнете детский мат. На воображаемом байке еду.
В исследованиях, что я проводил, не учитывались еще несколько значительных моментов, от которых тоже может зависеть разница в силе. Физиология движений мускулатуры человека и приматов значительно различаются по ряду аспектов, включая организацию двигательной системы, структуру скелета и активность нервной системы. Обезьяны обладают большей силой хвата благодаря особенному строению плечевого сустава и структуре пальцев рук и ног. Но человек, в противовес, имеет уникальные мышцы кисти, позволяющие реализовать тонкую моторику, необходимую для письма и других сложных манипуляций. А нам надо держать орудие труда. И если мы держим орудие труда, то палец должен прилегать плотно, и кость под это тоже меняется. Объем серого вещества в коре головного мозга у шимпанзе и горилл существенно меньше, чем у людей. Серое вещество играет ключевую роль в управлении движениями и координацией, а это значит, что обезьяны при движении напрягают большие группы мышц разом, увеличивая тем самым силу своих движений. Приходится признать, физически средняя человекообразная обезьяна сильнее среднего человека. Но это не значит, что мы проиграли. Примерно 7 миллионов лет назад эволюционный путь человека и человекообразных обезьян пошел разными путями. В эволюционной гонке человеку достались большие мозги и развитый интеллект, умение создавать сложные инструменты и осваивать новые территории. Фактически мы захватили Землю. Обезьянам же выпал иной путь – совершенствование физической силы и приспособленности к жизни в тяжелых условиях диких лесов. Они проиграли гонку интеллекта, но приобрели свои неповторимые преимущества. Их тела идеально приспособились к такой жизни. Мощные мышцы передних конечностей позволяют легко хвататься за ветви и совершать прыжки на большие расстояния. Общая взрывная сила и ловкость позволяют развить высокую скорость движения и на земле. А острое зрение, слух и обоняние помогают им лучше ориентироваться в густых лесах и обнаруживать еду и опасность издалека. По всем этим параметрам обезьяны будут на шаг впереди человека, и в этом нет ничего удивительного. Таким образом, каждый путник отправился по своей уникальной эволюционной дороге, которая и определила его дальнейшую судьбу. Человечество стало вершиной интеллектуального развития, открывая тайны Вселенной и создавая удивительные технологии, которые компенсировали наши физические недостатки. А обезьяны, эти величественные красивые создания, так напоминающие нас, большинство из них сейчас находится в Красной книге. Во многом виноватый человек. Вырубка лесов лишает их естественного места обитания. Браконьеры постоянно охотятся на детенышей и убивают их родителей. Вместо того, чтобы мериться силами с почти беззащитными перед человеком животными, может лучше встать на защиту и любоваться их красотой. Если понравилось видео, не забудь поставить лайк и подписаться. Также можешь написать в комментариях свое мнение и предложить тему для нового видео. Я стараюсь смотреть все комментарии и по возможности ответить. Спасибо за просмотр. Помни, что к одинокой обезьяне в лесу лучше подходить с шахматной доской, а не боксерскими перчатками. Потому что большую опасность из двоих представляет человек. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.